Да, зашибись, аудио отсняли. Хоть не утопили. Да, это уже успех. Саня, блин, это капец. Ай, вот не надо сейчас, вот не начинай, ай. Все, сейчас, погоди, сейчас все порешаю. Ну-ка вылазь давай. Народ, всем привет, с вами снова канал Доната Синема. И пока там Саня решает некоторые наши вопросы и заводит новые знакомства, я вам покажу, как же я делал эффекты в ролике, где мы потеряли Nissan. Ну, который еще с эвакуатора упал. И начали мы с того, что пригнали на съемки эвакуатор. Для чего ты мне сказал увольняться, скажи? Сдолбал, потому что... Витек, я уволился, дальше что? Еще работал. Потом Саня начал меня убеждать, что наш Nissan в целом на этот эвакуатор не заедет. Но я сказал, что у меня заедет. И вообще мне мнение безработных не особо было интересно. Саня, видел текст? А я тут есть, я смотрю. Я когда текст буду смотреть? Витьку понятен текст. Все, поехали, пишем. И вот так всегда. Вот так вот видео у нас начинается с унижения Сашки. А потом его унижает весь YouTube. Итак, мы снимаем что? Мы сейчас на этот эвакуатор будем грузить наш Nissan. Каким образом? Чтобы не рисовать потом этот трос, который натягивается, у нас сейчас Димон поможет. Он будет как бы натягивать трос, и лебедка будет его затаскивать на эвакуатор. А потом вместо него мы поставим машину, и вуаля, фильм готов. После того, как Димон нам помог, он нам больше не нужен, и из кадра его можно удалить. И чтобы это сделать, я просто поверх него кидаю тот же самый кусочек видео, когда его еще не было на этом месте. Чтобы более-менее реалистично выполнить заезд, мне было необходимо смоделировать платформу этого эвакуатора, после чего я уже смог сделать анимацию машины, которая якобы на него заезжает. Отрендеренную сцену я загружаю в After Effects, добавляю немного размытия, чтобы соответствовало заднему фону, и накладываю цветокоррекцию. Сам справишься? Сам справишься? Что, еще не включил? Поехали. Народ, всем привет, с вами снова канал Доната Синема. Как вы видите, у нас сегодня отличное настроение. Мы очень рады, что вам зашла наша предыдущая серия, которая за неделю набрала целый миллион. Мы наконец-то достали Nissan из проруби. И, как я уже говорил, Саня пригнал эвакуатор. Сейчас мы его погрузим, отвезем в гараж, немножко подрихтуем. И, наконец, снимем тот желанный синематик, о котором я и говорил. Поэтому не будем терять времени и погнали. Все, хорош снимать, поехали, давай. Ну поехали так поехали. А чтобы Nissan поехал с нами, я сделал следующие действия. Выбрал необходимый кусок видео, где будет показана наша машина, загрузил его в программу для 3D трекинга и сделал объектный трекинг нашего эвакуатора. Затем получившуюся виртуальную камеру я загрузил в 3D Max и подставил на место болванки нашу машину. Получившийся после рендера результат накладываем на наше видео, подрезаем масками те части машины, которые не должны быть видны, накладываем цветокоррекцию и готово. Такой же кадр я хотел снять и с воздуха, но мой квадрокоптер решил немного иначе. Вот он, Mavic 2, на морозика летает, у него вот эта смазка в этих двигателях застывает, и все, и подъезд начинает дергаться вот так хаотично. Сначала подъезд дергается, потом Витек наяривает. Также, чтобы Nissan был виден из кабины, я отрендерил один кадр с машиной, наложил поверх видео и вырезал видимые части масками. Однако Сашкино плечо перекрывало часть машины. Чтобы не анимировать масками его плечо в каждом кадре, я просто взял необходимый кусок кадра и дублировал его. На нижнем слое я увеличил контраст по максимуму, чтобы плечо стало полностью черным, а уличный фон белым, и переключил его в режим Luma Inverted Matte. Таким образом, из поверх накинутого на Nissan слоя у нас осталось только плечо, а окно теперь не видно. Затем добавляем немного царапин на стекло и пересвечиваем наш Nissan, чтобы по яркости он совпадал с улицей. Наконец-то, блин, месяца не прошло с твоего косяка вечного. Ой, слушай, ну что ты начинаешь, а? Ну сколько можно-то, а? Ты не можешь быть серьезным. Ну и теперь переходим к самому сложному кадру в этом ролике, где наш Nissan падает с эвакуатора и становится в разы дешевле. И раз уж мы перешли к теме разрушений, то я вам хочу посоветовать новый курс от онлайн-школы XYZ по программе Houdini, в которой вы научитесь не только все ломать, как Саня, но и взрывать и также поджигать объекты. Пыль, дым, осколки. На базе этих знаний можно развиваться дальше в любом направлении.
Ведь такие эффекты придадут намного больше реализма твоей 3D-сцене. В ходе обучения ты сможешь обвалить скалу, разорвать металлический лист или снести стену, а в качестве дипломной работы разрушишь целую дорогу. Я от себя скажу, что Houdini — это реально классная программа, с помощью нее можно делать действительно зрелищные эффекты, поэтому пробуйте, курс стартует с 1 июня и длится 5 месяцев. А мы быстренько переходим дальше, потому что аренда эвакуатора — это вам не шутки. Саня за нее деньги заплатил. Мои. Так как времени на съемку оставалось совсем немного, Саня решил, что тормозить на лежачих полицейских нам не обязательно. Вот тебе подарок. Придурки! Поначалу казалось, что кадр с падением Ниссана достаточно просто сделать, но это оказалось не совсем так. Все плагины для анимации автомобиля в качестве поверхности для движения поддерживают только статичные объекты, а в нашем случае машина должна стоять на движущемся эвакуаторе. Вроде бы ерунда, можно сделать одну плоскость как асфальт, а вторую повыше как эвакуатор, и просто съехать с нее назад и в итоге свалиться вниз. Так-то да, но проблема в том, что когда машина съедет назад, она по инерции продолжит движение назад. А у нас машина вместе с эвакуатором изначально движется вперед, и эта скорость намного больше ее скорости скатывания назад. Поэтому логично, что Nissan после падения должен по инерции продолжить движение вперед. В общем, единственный вариант, который я придумал, выглядел так. Я создал две поверхности, одна из которых асфальт, а другая имитировала платформу эвакуатора. Причем она была длиной во весь проходимый машинами путь. Затем на необходимое количество кадров я анимировал проезд Nissan вперед со скоростью примерно равной скорости эвакуатора. Каждый последующий кадр я двигал платформу эвакуатора на шаг вперед и с этого кадра просчитывал анимацию машины по новой. В итоге в каждом новом кадре машина как бы понимала, что поверхность постепенно пропадает, причем сначала под задними колесами, а потом под передними. И получилось, как будто машина свалилась с этой платформы, сохраняя инерцию движения вперед. Однако находящиеся на платформе колеса машины все еще продолжали крутиться вперед, ведь исходя из предыдущей анимации она и ехала вперед. Поэтому у привязанных к анимационному движку колес я дополнительно анимировал вращение назад. В итоге получился вот такой кадр падения автомобиля. Скажу сразу, что получилось это не с первого раза. Это падение просчитывалось мной раз 50, пока результат меня не устроил. Вот так и получается, что эффект длится всего 2 секунды, а времени на него можно потратить больше, чем на весь ролик в целом. Огонь и дым в финальном кадре, естественно, тоже был не настоящий. А вот огнетушитель Саня купил настоящий. И чтобы потом гараж нам не убирать, мы заранее повесили вот такую пленку. Потушили жар. Вот так вот мы снимаем эпичные кадры в один дубль все. Ну вот так и было сделано это видео. Если вам нравится такой формат, обязательно ставьте лайки, пишите комментарий. И не забудьте про колокольчик, потому что многим не приходят уведомления. А чтобы видеть наши новые ролики... Все, Ауди порешал. Нет больше Ауди. В смысле нет Ауди? А тракторист где? Ну и тракториста тоже больше нет. Саня.